Семья Петровых жила на опушке леса уже несколько поколений. Иван и Ксения, муж и жена, поженились еще в советское время. Они были простыми людьми, но в их сердцах горело пламя любви и надежды. У них родился сын, которого они назвали Никитой. Вначале все казалось идеальным, но со временем стало ясно, что малыш не развивается так, как должен. Диагноз оказался жестоким, он родился с инвалидностью и не сможет ходить. Семья была потрясена этим открытием. Врачи сказали, что Никите необходима сложная операция, но деньги на нее были недоступны. Иван и Ксения пытались найти способы собрать нужную сумму, но все их усилия были напрасны. Бедность и отчаяние окутали жизнь Петровых. Иван, не справляясь с нагрузкой, начал терять контроль над собой. Он стал пить и страдать от агрессии. Жена стала попадать под удары его рук, несмотря на свою бережливую натуру. Однажды, когда Иван был пьян до белой горячки, на его душе родилась злая идея. Он решил избавиться от своей семьи, бросив ее на поедание хищникам в лесу. В ярости он ударил Ксению, и она упала без сознания. Зверский план Ивана был безжалостным. Он утащил бездыханное тело жены в лес и привязал к дереву. Рядом он бросил своего сына-инвалида, думая, что он никогда не сможет справиться с ситуацией. Однако, неожиданно для Ивана, в лесу появился медведь. Он, будто чувствуя боль и страдания Ксении и Никиты, решил наказать мужа и отец за его злобные деяния. Медведь несся на Ивана с неимоверной яростью. Он прыгнул на него, свергнул его с ног и загрыз его. Все это происходило перед глазами беззащитного Никиты. Он не мог пошевелиться, но видел, как медведь отомстил за него и его мать. Когда медведь покинул место своего подвига, Никита остался один. Он был прикован к месту мучений, слаб и безнадежен. Но в его сердце поселилась новая надежда. Медведь показал, что справедливость все-таки существует и что любовь может быть сильнее зла. С течением времени семья Петровых нашла силы и ресурсы, чтобы продолжить свою борьбу. Они обратились за помощью к добрым людям, которые откликнулись и помогли собрать деньги на операцию Никите. Случай с медведем стал для семьи Петровых поворотным моментом. Они поняли, что нельзя сдаваться, что даже в самых безнадежных ситуациях есть надежда и возможность на счастье. Так они продолжили свою жизнь, боясь и ценя каждый миг. Ивана больше не было рядом, но его тень всегда напоминала им о горечи прошлого. Но они не позволяли этому препятствовать своему счастью и любви. Семья Петровых выросла из пепла и стала примером выдержки и силы духа. Никита, благодаря операции, начал идти на протезах, и ему открылись новые горизонты возможностей. Их жизнь никогда не стала легкой, но они нашли в себе силы преодолеть все трудности. И, с каждым днем, они доказывали себе и окружающим, что семейная любовь и вера в чудо могут сделать невозможное возможным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.